Всем привет, и вы попали на канал Game Room Игра Новинки, и сегодня мы расскажем вам об актуальных игровых новостях. Погнали разбираться. Sony и студия Insomniac Games анонсировали, да именно, скорее расширение платформенной географии своих супергеройских боевиков Spider-Man и Miles Morales. С портированием обеих игр на ПК разработчикам помогла купленная Sony в прошлом году студия Nexus Software. Итак, Spider-Man Remastered поступит в продажу для ПК в Steam EGS 12 августа, а Spider-Man Miles Morales последует на ПК осенью. Оба проекта предложат весь контент из оригинальных релизов, в том числе сюжетные дополнения, а также продвинутые настройки графики, которые сделают путешествие Питера Паркера и Майлза Моралеса еще более захватывающим. Пока версия Spider-Man включает набор дополнений The City The Never Sleeps, поддержку клавомыши, трассировку лучей и детальные настройки графики. Подробностями портов Паучка для ПК они пообещали поделиться ближе к релизу каждого из них. Разработчики Человека-паука столкнулись с критикой со стороны нескольких после анонса ПК-версии. Все дело в том, что на протяжении нескольких последних лет студия неоднократно подчеркивала, что ее игра навсегда останется эксклюзивом PlayStation и никогда не выйдет на ПК. Некоторые недовольные пишут, что именно ответы Insomniac об эксклюзивности Spider-Man заставили их купить консоль. Такие пользователи утверждают, что дождались бы ПК-версии, если бы знали, что она появится. Они также критикуют студию за враждебный тон ряда старых ответов на вопросы про порт. Но стоит ли сильно ругать непосредственно разработчика? Здесь нужно помнить, что совсем не они принимают решения о портировании игр, оплачиваемых Sony, а реалии рынка 5 лет назад были немного другими. Никто и подумать не мог, что Sony решит радикально сменить стратегию и начать поддерживать ПК. Как бы там ни было, Insomniac не стала комментировать старые посты. Вместо этого она поддержала сообщения, радующихся тому, что с Пауком теперь сможет ознакомиться более широкая публика. Теперь у Sony больше игр на ПК, чем у Майка. И главное, спасибо за бета-тест. На Reddit появилась подборка концепт-артов некой неанонсированной игры ААА класса от Crytek. Несколько месяцев назад студия уже официально раскрыла следующую часть серии Crysis 4, но не исключено, что кроме нее команда также работает над еще одним тайтлом. Судя по иллюстрациям, неизвестная игра создается или создавалась в научно-фантастическом сеттинге. На первом изображении можно разглядеть огромное человекоподобное существо в резервуаре, внешний вид которого слишком смахивает на костюм из Crysis, до конца не ясен. Связан ли загадочный проект с Crysis 4, но есть доля вероятности, что связан. Что касается остальных артов, то они показывают некий город будущего под защитным куполом, а также космические базы SpaceX на Луне и, вероятно, Марсе. Возможно, изображение относится к Crysis VR или VR-ответвлению Crysis 4. По данным французского журналиста и инсайдера Криса Кипеля, специализирующего на утечках по играм Rockstar, компания скоро сделает анонс нового проекта. Точных сроков у информатора нет, но он говорит, что все может случиться в ближайшее время. Он сам в последние месяцы чаще всего упоминал GTA 6, ремейк RDR и ремастер RDR 2. В переписке с пользователями он в очередной раз подтвердил, что шестая GTA не единственная готовящаяся сейчас Rockstar игра, но именно все ближайшее время надеются увидеть многие факты. Существование проекта Rocky подтвердили еще в феврале. GTA 6 создается на новой версии графического движка под кодовым названием Rake 9. Он утверждает, что его источник очень хвалит графику долгожданного боевика. Гендир Take-Two считает, что раздача по подписке в день релиза не имеет смысла, поэтому никакой GTA 6 и RDR в геймпассе ждать точно не стоит. THQ Nordic подтвердили точную дату выхода ремейка Action Destiny All Humans 2 и сетевую игру Destiny All Humans в консоль Regnage. Игра поступит в продажу 30 августа везде, где можно. События разворачиваются спустя 10 лет после финала первой части. Пользователям в роли Крипта 138, клон пропагандиста предыдущей игры, предстоит отомстить КГБ за подрыв материнского корабля. Обещает созданную с нуля на Unreal Engine 4 графику, более продвинутую систему разрушения окружения, а также локальный кооперативный режим на 2 человек. Что касается клона Regnage, то она уже доступна предзаказавшим. Зато не нужно делать никакой предзаказ, чтобы написать комментарий. Поэтому давайте обсудим последние новости игр. Также будем рады видеть у вас в ВК и Дискорде. Ну и предлагаю подписаться на наш канал, жмите лайк и колокольчик. До встречи на Game Room Игра Новинки. Смотрите и играйте вместе с нами.